Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас будет очень большой ролик, и посвящен он будет такой теме, как оперативная память в Android магнитола. В связи с тем, что существует много мифов о том, сколько действительно оперативной памяти должно быть в магнитоле, я решил снять этот ролик. Тут у нас различные магнитолы, где-то есть 2 гигабайта оперативки, где-то 4, где-то 6, где-то 8. Всех их мы будем сегодня сравнивать и будем запускать на них различные приложения и покажем, какая магнитола наиболее быстро справляется со своими задачами. Потому что очень много в сети исходит разных мнений. Кто-то говорит, берите не меньше 4 гигабайт, кто-то говорит и 2 достаточно, кто-то говорит, у меня 6 гигабайт и мне не хватает, кто-то говорит, что меньше 8 гигабайт брать вообще не нужно ничего, все это фуфло. И вот, чтобы сегодня дать ответ, так сколько же все-таки должно быть гигабайт оперативки, мы сегодня протестируем различные магнитолы, и в итоге у вас будет правильный ответ на вопрос, сколько же должно быть в магнитоле оперативки. К сожалению, все тут у меня в кадр не влезло, там еще за кадром есть, но в процессе видео вы все увидите. Итак, наш первый испытуемый – это магнитола, у которой 3 гигабайта оперативной памяти. Почему я начинаю именно с нее? Потому что, проведя с ней сейчас тесты, получив какие-то цифры, мы будем сравнивать эти цифры с другими магнитолами, у которых будет 2 гигабайта, 4 гигабайта, 6 гигабайт. В конце вы увидите, почему именно на нее пал наш выбор. Итак, смотрите, как мы будем сравнивать. У нас есть два приложения в Play Market, которые занимают очень много оперативки. Это YouTube и это Яндекс.Навигатор, которыми очень часто люди пользуются. Ну и также мы будем устанавливать на все магнитолы одну и ту же игру, не самую тяжелую, не самую сложную, и будем смотреть, как эта игра на разных магнитолах себя ведет. При этом будем запускать еще YouTube, будем запускать Яндекс.Навигатор и сравнивать, как магнитола со всеми приложениями справляется. Но перед всем проведем тест приложением вот этим вот Geekbench 5. Те, кто подписан на меня уже давно, знают, что это за приложение. Всем остальным я расскажу. Приложение Geekbench 5 является таким приложением, которое называют бенчмарки. Это приложение заставляет магнитолу, неважно, это будет магнитола либо сотовый телефон, решать определенные задачи. И в зависимости от того, с какой скоростью устройство эти задачи решает, магнитола выставляет ей оценку. И уже когда вы имеете оценку, вы можете сравнить, допустим, у этой магнитолы столько-то баллов, у этой вот столько-то баллов. Значит, это будет справляться с задачами быстрее, а это будет справляться с задачами медленнее. И насколько прямо в процентах мы уже сможем сравнить. Сейчас в теорию мы вдаваться не будем, давайте запустим тест и запомним просто циферки. Напоминаю, что наша задача сегодня – это сравнить, сколько действительно нужно оперативной памяти для магнитолы. И мы сейчас другие темы постараемся не задевать, может быть, косвенно вскользь их коснемся. Но задача сейчас посмотреть, сколько оперативной памяти вам понадобится для решения тех или иных задач. Итак, смотрим. Значит, вот эта вот цифра оценка для работы одного ядра, вот эта вот цифра оценка для работы всех ядер. Пока, может быть, вам эти цифры непонятные, но мы запомнили, что вот магнитола с 3 гигабайтами набрала вот такое вот количество баллов. И будем сравнивать с другими магнитолами, и тогда вы уже будете представлять разницу между 3 гигабайтами, 4 и 6 гигабайтами. Это все будет в теории, это будет позже. Просто запомните эти цифры. Значит, сейчас смотрим. Здесь у меня в главном виджете установлены Google карты. Установил, потому что нам понадобится Яндекс.Навигатор, и нам нужно, чтобы он был свободный. Перед тем, как мы приступим к скачиванию и к установке, нам придется немножко расширить поле зрения и будем сравнивать сразу же эту магнитолу на 3 гигабайта с другой магнитолой на 4 гигабайта оперативной памяти. Вот давайте заглянем сейчас в наклейку. Здесь у нас 3 плюс 32. Так, поставили ее. Так, ну а сравнивать мы ее будем вот с этой магнитолой. Видите, она 4 плюс 64. Ставим их рядом. Вот видим, тут в настройках у нас в итоге 4 DDR, а внутренней памяти 64. Начнем с Play Market. Нам нужно закачать с Play Market Яндекс.Навигатор, обновить YouTube, чтобы у нас были одинаковые версии на этом и на том устройстве. И сравнить, как они смогут работать вдвоем с этими версиями. Значит так, проверяем, что у нас тут нету запущенных приложений. И проверяем, что у нас тут нету запущенных приложений. То есть начинаем как бы с нуля. Заходим на этой магнитоле в Play Market. И заходим на этой магнитоле в Play Market. Но так как эта магнитола на 3 гигабайта, она, соответственно, запустила Play Market быстрее. И сейчас мы тут начинаем искать. Вот давайте отсюда начнем. Ищем здесь навигатор и ищем
Здесь навигатор. Вот здесь смотрите, тут нет кнопки удалить, потому что здесь оно системное. Тут есть только кнопка обновить. И нажимаем обновить. Ну, это магнитола с 3 гигабайтами. Ясно, понятно, что она будет уступать этой магнитоле с 4 гигабайтами. Сейчас посмотрим, где быстрее пройдет процесс установки. Wi-Fi подключена, магнитола одинаковый. Ну, как я и говорил, это магнитола медленнее, поэтому на ней уже навигатор установлен. Продолжить. Сейчас он будет искать местоположение. Датчик GPS ни тут не подключен. Он должен найти местоположение по Wi-Fi. Обратите внимание, что Wi-Fi сигнал на магнитоле с 3 гигабайтами полный, а на магнитоле с 4 гигабайтами не полный. Слышишь меня? Да, я вас... Так, отлично. Значит, магнитола на 3 гигабайта у нас уже подгрузила карты, которые вокруг, и нашла нас по местоположению. Оно, конечно, приблизительное, так как это без GPS, это только Wi-Fi. Но суть в том, что она это уже сделала. Вот засекаем время, 10:58. И ждем, пока магнитола с 4 гигабайтами сделает то же самое. 10:59. Магнитола с 4 гигабайтами ускоренно устанавливает Яндекс.Навигатор из Play Market. Все ведь знают, да, что 4 гигабайта лучше, чем 3. Именно поэтому у нас в сетях, на всяких форумах советуют: берите не меньше 4 гигабайт. Берите 4 плюс 64. Как мы видим, на практике магнитола с 4 гигабайтами намного быстрее. Намного быстрее. Ладно, пусть она там работает. Мы сейчас зайдем в Play Market, пока она там 10:59, видите, идет. И посмотрим YouTube. YouTube тут уже установлен, но скорее всего не самая последняя версия. Нет, смотрите, самая последняя уже обновилась. Появился у нас Яндекс.Навигатор. Давайте мы его откроем. Вернемся тут в Яндекс.Навигатор. И посмотрим, сколько нам понадобится времени, чтобы он нас нашел по местоположению. То есть, чтобы он нашел наше местоположение по Wi-Fi. Чуть-чуть сюда вот так переключимся. Видите, насколько быстро он загрузился. Разрешить. Яндекс.Навигатор. Разрешить в любом режиме. Окей. Алиса, расскажи анекдот. До электрических скатов были скаты внутреннего сгорания. Сам интернет, как видим, работает. Алиса работает и там, и там. Ждем. Тут она нас пока не хочет искать. Сколько у нас времени? 11:02. Мы сидим. Ждем, пока нас этот навигатор найдет по Wi-Fi. Вот вышла запись, не удалось определить местоположение. Не удалось. Почему так происходит? В чем дело? В общем, я дам ей еще чуть-чуть времени. Может быть, мы с вами что-то сделали неправильно, потому что магнитола с 4 гигабайтами должна работать лучше. Так все говорят. Все форумы, весь YouTube говорят, что магнитола с 4 гигабайтами работает лучше. И нужно брать 4,64. Вот мы взяли и хотим увидеть результат, что она действительно работает лучше. Я даже сейчас на карте пытаюсь помочь. 11:04. В общем, я не выдержал, пока более быстрая магнитола загрузит. Значит, тут мы YouTube проверили. Здесь у нас YouTube последней версии. Давайте посмотрим, какой версии YouTube здесь. Навигатор у нас так и висит в режиме ожидания. Мы продолжим дальше, чтобы не задерживаться. Зайдем в Play Market и найдем YouTube. Вот есть кнопка обновить. И обновляем его. Пока мы обновляем YouTube, надо проверить, нашлось ли у нас по Wi-Fi местоположение. Карты он подгружает
по мере как мы сюда заходим, ситуация на дорогах показывает, но местоположение не ищет. В общем, все, нету смысла мучить навигатор. Мы уже поняли, что магнитола с 4 гигабайтами справилась с этой задачей хуже. Алиса, поехали на площадь. В путь. Через 100 метров поверните направо, а затем поверните налево. Вот столько времени нам понадобилось на магнитоле с 3 гигабайтами, чтобы построить маршрут. И напоминаю, этот навигатор не какой-то там облегченный, а приложение. Это версия 18.4 от 27 апреля 2024 года. А тут у нас идет установка YouTube. Ага, YouTube установлено. Давайте зайдем в приложение. Здесь откроем YouTube. Давайте вот этой магнитоле фору дадим. И здесь откроем YouTube. Здесь YouTube открылся быстрее. Тут чуть помедленнее. Теперь попробуем видео. Тут он уже едет, да? А там что? Тут видите, причем все погрузилось, а тут с задержкой. YouTube одно из самых приложений, которое пожирает оперативную память. И как видим здесь, магнитола справляется с ней лучше. Сейчас другое испытание. Мы должны Яндекс.Навигатор в одном окне сделать, а в другом YouTube, чтобы оно справлялось с 2 приложениями сразу. То есть Яндекс.Навигатор у нас из Play Market прилично пожирает оперативки. И YouTube у нас прилично пожирает оперативки. Здесь, на этой магнитоле, я сколько искал способ сделать разделение экрана, но так и не смог. Мы можем тут только менять Яндекс.Навигатор и переходить обратно в YouTube. То есть вот мы, допустим, заходим в Яндекс.Навигатор, заходим куда-нибудь в Play Market, потом снова можем зайти в YouTube. И он вот так вот моргает. А здесь у нас все работает на одном экране. То есть на этой магнитоле мы можем запускать YouTube и Яндекс.Навигатор вообще без потери качества. Без потери качества изображения, без потери качества скорости. А здесь мы этого сделать не можем. Поэтому корректно сравнить вот именно на этой магнитоле я сейчас не могу. Но суть в том, что здесь даже сам YouTube работает медленнее, один сам по себе медленнее работает, чем он тут работает с Яндекс.Навигатором и с YouTube. То есть вот, смотрите. Поехали на площадь. Она сейчас ждет звук, потому что надо подождать. В путь. Да. Она услышит звук и ждет продолжения. Через 100 метров поверните направо, а затем поверните налево. Никаких проблем на этой магнитоле с 3 гигабайтами не возникает при совместном использовании YouTube и Яндекс.Навигатора. К сожалению, с этой магнитолой мы такой же тест провести не можем, но сам YouTube работает здесь медленнее, чем тут 2 приложения. Зафиксировали. Теперь давайте, знаете, что сравним? Зайдем в Play Market и скачаем игру одинаковую. Что сюда скачаем одинаковую игру, что сюда скачаем одинаковую игру. YouTube тут у нас в фоновом режиме запущен, тут у нас тоже YouTube в фоновом режиме запущен, и Яндекс.Навигатор. Кстати, давайте проверим, нашел ли у нас Яндекс.Навигатор местоположение. Повторить. Не удалось определить местоположение. Понятно. Заходим в Play Market. Этой магнитоле вот этой дадим фору и здесь введем первый запрос. Будем искать вот такое вот приложение без рекламы, просто мы будем именно на нем тестировать. Вот оно у нас нашлось. И ставим установить. И здесь точно так же. Фиксируем скорость. На этой магнитоле мы начали раньше скачивать. Сделали запрос, на этой позже. Получается, что здесь 3 гигабайта снова опережает 4.
Мне интересно, есть у кого-то вот такие вот магнитолы с 4 гигабайтами, которые тоже работают хуже, чем это на 3? Я напоминаю, наблюдайте за временем, которое у нас вот здесь, потому что я буду часть кадров вырезать, чтобы вы долго не ждали этих загрузок. Тут вот у нас кружочек со скоростью загрузки есть. Тоже очень много он нам чего даст. Так, что нам предлагает псевдоним? Не сейчас. Игра загрузилась. И уже пошла гонка. А тут у нас идет еще скачивание. Так, вот это управление выберем. Наблюдаем за графикой. И за тем, какие тут будут баги. Будут ли задержки в игре. Пока ты никого не задеваешь, ты не напрягаешь игру. Когда ты с кем-то сталкиваешься, идут искры, игра это должна прорисовать, подключить физику, чтобы рассчитать, на какое расстояние должен отпрыгнуть предмет, с которым ты столкнулся. И как видим, на 3 гигабайта никаких подвисаний не было. Все было хорошо, ни разу игра не подвисла. А тут она у нас еще устанавливается. Так, надо с кем-то посталкиваться. Давайте на встречку. А вот. Так. Ни одного подвисания, то есть столкнулась, дальше поехала. По графике ни одного подвисания не было. Графика вся прорисована. Так, стоп, а настройки тут у нас есть. Надо отключить музыку, чтоб, не дай бог, какие-нибудь авторские права на нас на ролик не наложили. На той магнитоле все еще установка идет, хотя там 4 гигабайта. О, стоп. Получилось. Началась кнопка играть. Так, давайте теперь посмотрим, как у нас будет играть на этой магнитоле. Немножко спойлер для тех, кто смотрел мой канал уже давно. Вот, делаем не сейчас, тоже, видите, просит создать псевдоним. Для тех, кто смотрит мой канал уже давно, тот знает, в чем история этой магнитолы на 4 гигабайта. Но вставил я сюда ее именно соревноваться вот с этой, именно потому что везде советуют, берите на 4,64, берите 4,64, не меньше. Так, нажимаем пропустить. И сейчас посмотрим, как у нас будет тут себя вести игра. Если у кого-то есть желание, можете промотать, сколько мы на этой магнитоле запускали игру по секундам. И сколько мы на этой магнитоле запускаем игру. Так, запускаем здесь гонку у нас. Как видим, уже немножко подлагивает. Бум! Тормоз. Так, давай шевелись. Вот и пока едет, никого не задевает, все нормально. Чуть-чуть сталкивается и все. Начинает требоваться физика какая-то, корректировка физики, и она поплыла. Смотрим. Сейчас что важно? Важно, чтобы вы смогли переключаться между приложениями без каких-либо потерь по времени, либо ресурсов. Начнем вот с этой магнитолы. Сейчас сделаем ее. Смотрите. Нужно вернуться в Яндекс.Навигатор. Вернулись за секунду. Нужно вернуться в YouTube. Вернулись за секунду. Смотрим. Нигде ничего не подвисло. Посмотрели и возвращаемся в игру. Вернулись за секунду. Тут же продолжаем играть. Никаких проблем.
Теперь давайте на этой магнитоле также попробуем сделать. Возвращаем ее. Так, вернуться в навигатор. Мы все еще в навигатор возвращаемся, если что. Вернись, пожалуйста. Пожалуйста. Вот так. Молодец. Молодец. Реагируй. Реагируй на меня, пожалуйста. Я хочу, чтобы ты на меня реагировала. Пожалуйста. Пожалуйста. Реагируй. Реагируй. Сейчас. Отлично, все. Начала реагировать. Нет, не сейчас. Реагируй. Ну только что же работала, давай. Ага, вот она. Вот она, мега скорость. Возвращаемся в YouTube. Где он у нас? YouTube. Возвращаемся. Вернулись в YouTube. И нам нужно снова вернуться в игру. Ой! Так, вот оно пошло. Оперативку поднапрягли еще приложениями. И пошли у нас тормоза. Кто куда, кто в лес, кто по дрова. И нужно проделать еще парочку таких приемов. Допустим, вот. Пожалуйста, ну запустись. Ну, YouTube, давай. Давай вот это видео. Переключимся с этого на другое видео. Только очень быстро, молодец, уже лучше. Уже быстрее работает. Навигатор Яндекс. Ну чё ты-то чё повис? Давай, давай. Ты же наш российский. Давай. Ну? Как у тебя дела? Отлично. Просто шикарно. Почему так происходит? Почему 4 гигабайта работает вот так? Знаете ответ на этот вопрос? Я знаю. И мы сегодня будем вам ответ на этот вопрос давать. Заходим в игру снова. Карта не шевелится. И возвращаемся обратно в игру. В игру. Возвращаемся. Вернулись. Чуть моргнули, но ничего. Игра у нас подвисла. Тоже не хочет так же, как Алиса, работать. И вот то, что я хотел показать. Экран перестает реагировать на нажатие вообще. Что бы мы сейчас не нажали, магнитола уходит вот в такое состояние. 4 гигабайта оперативки нам тут не помогает никак. На что бы мы ни нажали, ничего не нажмется. Что она будет делать в такой ситуации? В лучшем случае она захлопнет все приложения и выйдет на главный экран. В худшем случае процессор скажет: мне кирдык, я так больше не могу, и уйдет в перезагрузку. Надо подождать, что, чем у нас в этот раз закончится, что произойдет. Справится система и выйдет на главный экран, или не справится и уйдет в перезагрузку. Параллельно можем зайти в YouTube, посмотреть видосики, попереключаться между видосиками
моментально. Что хотите, то и смотрите. Тут же мы зайдем сюда, в навигатор. Тут у нас завершить маршрут. Расскажи анекдот. Если столько народу ненавидит спойлеры, как объяснить сбой фильма «Выживший»? Вернемся в игру. Продолжим и снова поиграем. Она вообще ничего не хочет делать. И единственный способ у нас ее вернуть к жизни — это нажать вот сюда, сделать ресет. Видит Бог, я не хотел. Жмем ресет. Перезапускаем магнитолу. Магнитола запустилась, и теперь мы снова сможем с ней работать. Но нас не интересует работа, нас интересует тест Geekbench. И мы сейчас запустим этот тест и посмотрим, сколько у нас наберет она баллов, и сравним результаты вот с этой магнитолой. Сколько тут было? 1300, по-моему, да? Сейчас не помню, но на монтаже будет видно. Вот тест запустился. Просто ждем результатов теста, сравним их и пойдем дальше другие магнитолы сравнивать. Так, смотрим. Результат работы, оценка для работы одного ядра 74 балла, а тут для работы всех ядер 220 баллов. В 6 раз эта магнитола работает медленнее, чем вот эта предыдущая магнитола. По показанию Geekbench, то есть он ей ставил задачи, и на основании ее оценок он поставил: ты вот сделала на 220. Нас всегда вот эта вот цифра больше интересует. То есть она говорит, эта магнитола справилась, получила оценку 220, а эта магнитола получила оценку 1300 с лишним. То есть эта магнитола в 6 раз производительнее по тестам Geekbench. Те, кто мои ролики смотрел, те знают, почему так происходит и почему эта магнитола в 6 раз получилась медленнее, хотя у нее оперативки 4 гигабайта. Чуть позже, после того, как мы следующую магнитолу сравним, мы вернемся именно к этой магнитоле и расскажем, почему так получилось. Так, мы сейчас подключаем следующее устройство, и тут у нас 8 гигабайт оперативной памяти, 128 встроенный, то есть 8, 128. Будем сравнивать с 3 гигабайтами. Ну уж если на 4 гигабайта магнитола нас подвела, то думаю, на 8 гигабайт не подведет. Думаю, на 8 гигабайт справится. Не смотрите на маленький размер, неважно с какого размера магнитола, 7 дюймов или 9 дюймов или 10 дюймов. Размер на производительность не влияет. Задачи у нас точно такие же, как и здесь. Здесь она, видите, у нас все еще стоит, как мы ее остановили. Здесь у нас задачи точно такие же. Зайти в Play Market, скачать Яндекс.Навигатор, обновить YouTube и скачать игру. Чтобы вас надолго не занимать, я это все проделаю и включу видео дальше. Итак, мы все установили на эту магнитолу. Здесь у нас как висело, так и висит. Переходим сюда. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно запустить YouTube и Яндекс.Навигатор одновременно, но мы эти приложения еще не открывали. Давайте посмотрим, с какой скоростью они в принципе тут открываются. 8 гигабайт должна летать. Ну, первый запуск Яндекс.Навигатора довольно-таки неплох. Найдет ли она наше местоположение, интересно. Так. Подкрепилась и нашла местоположение. Алиса. Ага, услышала. Слышишь меня? Ну, звука нет, потому что этот кабель без динамика у меня. Так, в принципе, все. Загрузилось уже лучше, чем 4 гигабайта. Ютубчик. Так, вот он. Тракторы наши любимые. Смотрим, как по бокам загружается. Подвисло, ну ничего. Но быстрее, чем на 4 гигабайтах. Быстрее, надо признать.
Действительно. Переключение между роликами чуть-чуть подольше, чем на 3 гигабайтах, но уже более-менее шустрые. Так, теперь давайте попробуем разделить одни из двух самых проблемных приложений: Яндекс.Навигатор с Play Market и YouTube с Play Market. В принципе, на этой магнитоле они могут сосуществовать, но в случае чего YouTube вылетает. Видите, подвисает, в отличие от той магнитолы, но когда видео подгружается, все довольно-таки качественно. Однако стоит отметить, что прогресс есть. Закрываем. И теперь давайте зайдем в нашу игру. Магнитола на 8 гигабайт должна с ней справиться на отлично. Игра запускается. Сейчас попробуем поиграть. Изменим эту чуть-чуть, чтобы она мне не мешала. И запускается она действительно быстрее, чем на магнитоле с 4 гигабайтами. Так, ну вот игра завелась, понеслась, пропустить. На 4 гигабайтной магнитоле у нас в начале, когда игра только запускается, шло сразу же подвисание. Сейчас посмотрим, появится ли оно здесь. Так, чуть-чуть вот видим, оп-оп, подвисло. Ну а дальше поглядим. Выбираем управление такое же и поехали. Так, посмотрим на столкновение. Ага, подвисание есть, вот они. Подвисание есть. Ну, 8 же гигабайт, ну почему так происходит? О, вот она как тормозит. Нажимайся. Видите? Когда нужно делать что-то с физикой, у нас идет подвисание. Подвисание идет. Почему 8 гигабайт нам не хватило? Вернемся к этой магнитоле. Продолжить. Она у нас так стояла на паузе. Подвисание есть, подвисания нет. Пробуем запустить Яндекс.Навигатор. Сколько она простояла, Яндекс.Навигатор не сложился. Пробуем запустить YouTube. Видите, сколько она стояла. В фоне YouTube не скрылся, ничего с ним не произошло. Возвращаемся в игру. Продолжить. Возвращаемся. То есть вот я ее пока настраивал, где-то минут 30-40 прошло, пока я вот эту магнитолу настраивал. Уберем. Вернемся сюда. Нет, лучше вернемся на YouTube и остановим. То есть пока я вот эту магнитолу настраивал, на этой магнитоле я ничего не трогал, и все приложения сохранились в фоновом режиме. Значит так, теперь тут что мы делаем? Нам нужно точно так же проверить, как она будет переключаться между навигатором, ютубом. Чё вот она виснет? Вот чё она виснет? Ну-ка, давай покажи нам, как ты будешь переключаться. Навигатор. Навигатор в фоне сохранился. Работает ли у нас он? Слышишь меня? О, слышишь меня? Он запускается чуть быстрее. Так, игра, навигатор, YouTube. YouTube у нас из памяти закрылся. Сейчас мы переключаемся. Будем переключаться между ними. YouTube запускаем. Тут показывает. Так. Игра. Продолжить. Работает. Работает, но сама по себе подвисает. Переключаемся. Навигатор. Работаешь? Работаешь.
Переключаем. Ютуба опять нет. Где вот YouTube у нас? Куда он все время пропадает? YouTube. YouTube работает, между роликами переключается, но не так быстро, как на той магнитоле. Игра. Продолжить. Игра работает. Навигатор. Слышишь меня? Видите, работает. И карты двигаются. На той магнитоле с 4 гигабайтами у нас ни карты не двигались, ни навигатор не откликался. Единственное, что тут у нас непорядок, это YouTube захлапывается. YouTube захлапывается и в фоне не работает. И поэтому мы его не можем сразу запустить. Но однако он запускается буквально в короткие секунды. Запускается, работает, и мы можем вернуться в игру. Игра не повисла? Не повисла. Можно продолжить. Подольше поиграем, до финиша доедем, чтобы посмотреть, схлопнется ли у нас Яндекс Навигатор или останется в фоне. Угу. Так, заходим в Яндекс Навигатор. О, YouTube сохранился, смотрите. Заходим в YouTube. YouTube с небольшой задержкой, но играет. Заходим в навигатор. Навигатор на касание реагирует. Алиса тоже реагирует. Так, ну смотрите, разница между 4 гигабайтами и 8 гигабайтами значительно разнится. О, смотрите, игра запустилась заново, игру захлопнула. Но на этой магнитоле, где есть 8 гигабайт оперативки, мы уже все равно между приложениями переключаемся. Они, может быть, и закрываются, но все равно работают. То есть оно закрылось, но если его открыть, оно все равно работает. И она не повиснет у нас, как та магнитола. То есть мы переключали, она повисла. И хоп, такая, все, типа больше на касание не реагирует. То есть а тут чуть с тормозами, да, но она подключается. Однако она все равно по скорости меньше, чем вот эта магнитола с 3 гигабайтами оперативки. Видите, мы просто вернулись в игру, она не схлопнулась, ничего не почернело, просто сразу же продолжаем играть. Никаких тормозов нет. Даже магнитола с 8 гигабайтами не смогла догнать эту магнитолу с 3 гигабайтами по производительности. И чтобы ответить на этот вопрос, мы сейчас с вами проведем тест Geekbench. Все приложения из памяти уберем, запустим Geekbench и проведем точно такой же тест, как и у этих других магнитол. Я специально сравнивал эти 3 магнитолы в самом начале, чтобы вы посмотрели, что есть разница между 3 гигабайтами, 4 гигабайтами и 8 гигабайтами. Но при этом все равно магнитола на 3 гигабайта, вот эта вот, она все равно работает лучше. Я не стал сразу же давать теорию, я сначала показал вам работу 3 магнитол. Чтобы вы поняли, что размер оперативки не главное. А почему же так происходит, что магнитола с 3 гигабайтами оперативки работает лучше, чем магнитола на 8 гигабайт оперативки? У вас этот же вопрос возник. И вот уже теперь на этот вопрос, после того, как тест закончится, я вам буду отвечать. Повторяю еще раз, наша главная задача сегодня понять, сколько же действительно гигабайт оперативки нужно для магнитолы, чтобы она удовлетворяла ваши потребности. Это 3 гигабайта, 4, 8, 6 или сколько должно быть? Кого слушать? Итак, смотрим. Вот результаты нашего тестирования. Результаты для одного ядра и результаты для всех ядер 442 балла. 442. Это уже в 2 раза больше, чем на прошлой магнитоле с 4 гигабайтами, что вроде как похоже на правду. Но в 3 раза меньше, чем на этой магнитоле с 3 гигабайтами. Тут у нас 1300 баллов, а здесь 442. Почему же магнитола с 3 гигабайтами в 3 раза шустрее и мощнее, чем магнитола с 8 гигабайтами? Если я добился, что у вас в голове возник такой вопрос, то значит мой замысел реализовался.
Давайте теперь после того, как мы сравнили эти три магнитолы, от практики перейдем к теории. Поэтому давайте посмотрим вот сюда. Я вам обещал рассказать, почему так получилось, и вот смотрите. Если мы зайдем на вкладку Device, программа Geekbench покажет нам действительно, сколько оперативной памяти здесь. Здесь всего 1,92 гигабайта, то есть тут 2 гигабайта вместо 4 заявленных. И почему я сразу об этом не сказал, а провел тест и говорил всегда, что здесь 4 гигабайта оперативки. Я не сказал это именно потому, что продавцы, которые продают эти магнитолы, они тоже не говорят. И вы, когда наслушались вот этих вот чудиков, которые говорят, покупайте 4,64, покупайте 4,64, пойдете и купите себе магнитолу 4,64, получите вот это, но никто вам не скажет сразу, что в ней 2 гигабайта оперативной памяти. Конкретно вот этой вот магнитоле был посвящен ролик, отдельно про нее снимали ролик, показали ее, что она из себя представляет, что она может. Если хотите, можете его отдельно посмотреть, узнать всю правду. И еще добавлю, что после того, как мы этот ролик выпустили, с нами связался продавец, у которого мы купили эту магнитолу, и попытался с нами договориться. Только он договориться попытался не по-человечески, а перешел почему-то на угрозы. Он, видимо, решил, что это будет более эффективно. То есть мы не указали в прошлом выпуске название его магазина, мы не сказали, кто нам эту магнитолу продал. Мы просто сказали, что есть вот такие магнитолы, и мы купили такую-то магнитолу за такую-то сумму. Все. Прислал нам угрозы вместо того, чтобы предложить как-то по-мирному решить, например, сказать, я не знал, давайте я, может быть, перестану продавать херню, и с этого дня начну продавать нормальные магнитолы, либо напишу, какая действительно на самом деле оперативная память. Нет, он вместо этого решил просто перейти на угрозы. Итак, экстренное включение. Пока видео снималось, пока видео монтировались, произошли некоторые изменения и дополнения. Вот это вот я вам показываю ролик, который был снят про эту магнитолу. Продавец этой магнитолы не то что не стал исправлять что-то или еще что-то, он создал еще несколько профилей на Авито, 3 или 4 профиля с разными названиями магазинов, и просто продолжил продавать то же самое с таким же описанием. То есть ему вообще похер, что он продает не то, что есть на самом деле, то, что про него сняли ролик. Наоборот, прислал угрозы и еще сделал побольше профилей, чтобы продавать побольше. И хочу показать вам, чтобы вы поняли, как мыслят вот такие вот продавцы. Он написал, что все в ней работает, да, 11 Android, да, 2 гига ОЗУ, что увеличивает скорость. Короче, такого говна в мозгах я не видел еще. Я не знаю, либо его представители, либо такой же продавец, который точно так же думает. Просто вот, посмотрите этот комментарий, почитайте и увидите, как они мыслят. Кто вы для них есть на самом деле. То есть продавать магнитолы и указывать несоответствующие характеристики для них это норма. И когда им пытаются препятствовать это делать, они не пытаются исправить ситуацию, не пытаются изменить свой продукт и сделать его как-то лучше. Они просто вас же в этом обвиняют, что вы им на это указали, и начинают продавать его еще больше. То есть сделали еще больше магазинов, на тот магазин, то есть оставили негативный отзыв. И чтобы этот отзыв нивелировать, он открыл еще 3-4 профиля и начал на них уже копить положительные отзывы. Так что смотрите сами. Ну и теперь давайте посмотрим, сколько у этой магнитолы с оперативной памятью 8 гигабайт на самом деле оперативной памяти 5,64 гигабайта. Ну, то есть 6 гигабайт в этой магнитоле оперативки. Это действительно не 8, но их реально 6. И это все равно в 2 раза больше, чем здесь. Все равно в 2 раза больше, чем здесь. И все равно вопрос не снимается. Почему все-таки магнитола с 6 гигабайтами оперативки не может выдержать в фоне столько же приложений, сколько держит вот эта магнитола с 3 гигабайтами оперативки. Вот теперь переходим к теории. Итак, начнем с азов. Смотрим внимательно. Вводим в Яндексе вот такой вот запрос, для чего нужна оперативная память. И получаем вот такой вот ответ. Оперативная память или ОЗУ нужна для выполнения следующих функций. Первая функция – временное хранение данных. Оперативная память обеспечивает временное хранение данных для операционной системы. То есть ваша операционная система, в данном случае система Android, в этой оперативной памяти хранит какие-то данные для того, чтобы работать. Вторая функция – повышение скорости и отзывчивости системы. То есть, чем больше оперативной памяти, тем быстрее будет скорость и отзывчивость системы. Но однако мы с вами видели тот факт, что магнитола с 3 гигабайтами работала быстрее, чем магнитола с 8 гигабайтами. Дальше. Возможность многозадачности. При большем объеме оперативной памяти система может одновременно работать с большим количеством приложений. Это мы тоже видели, но почему-то по факту 3 гигабайта работала лучше, чем 8. 4. Поддержка сложных приложений.
Есть такие приложения, которые потребляют очень много памяти для того, чтобы работать. Ну, такие вот, как видеомонтаж, игровые приложения. То есть вот эти приложения зависят от оперативной памяти. То есть чем больше у вас оперативной памяти, тем лучше должны работать игры. Но мы опять же видели, что на магнитоле с 3 гигабайтами игра работает лучше, чем на магнитоле с 4 и с 8 гигабайтами. И пятая функция – это манипулирование данными. Оперативная память ускоряет процессы чтения и записи, задействованные в задачах, связанные с редактированием или манипулированием данными. Теперь хочу обратить внимание на то, что некоторые сравнивают свои телефоны с магнитолами Android. Так делать категорически не надо. Допустим, кто-то говорит, у меня на магнитоле 8 гигабайт оперативки, и мне этого не хватает. Так делать ни в коем случае не надо. Почему? Потому что у вас на телефоне, помимо навигатора, там, ютуба, у вас там и мессенджеры целая куча, которая забивает память. Погода, новости, что там только не синхронизируется в один момент. И там действительно нужно оперативной памяти больше, чем на Android магнитоле. Это две совсем разные системы, которые решают совсем разные задачи. Однако я готов поспорить, что не у каждого телефона работает с такой же скоростью, как тут работала магнитола на 3 гигабайта. Эта магнитола на 3 гигабайта работает лучше, чем даже некоторые телефоны по скорости. Попробуйте, попереключайтесь между игрой, допустим, Яндекс.Навигатором и Ютубом у себя на телефоне и сравните. Ну, я не говорю про те телефоны, которые там стоят 80 тысяч, 100 тысяч. Но сравните для примера, допустим, если у вас телефон от 15 до 30 тысяч рублей стоит, сравните, справляется ли он точно так же, с такой же скоростью, как магнитола с 3 гигабайтами или нет. И второй момент, на что я хочу обратить внимание, то что сейчас покупаешь телефон, там написано 8 гигабайт оперативной памяти, а по факту там не 8 гигабайт, а 6 плюс 2. Либо еще что хлеще 4 плюс 4, то есть на самом деле 4 гигабайта оперативной памяти там есть, а остальные 4 расширяются из обычной памяти, то есть берется оттуда. А у той памяти совсем другая скорость работы. Те, кто работает с компьютерами, те, кто работает с телефонами, сейчас понимают, о чем я. Если у вас оперативная память установлена, настоящая, она работает намного быстрее и быстрее решает задачи. А если у вас делится, что 4 гигабайта берется оттуда, 4 оттуда, то вот эта память, которая берется из встроенной памяти, да, не из оперативной, она не будет с такой же скоростью решать задачи. Поэтому сравнение телефонов и магнитол некорректно. Нам нужно сравнивать 8 реальных гигабайт с 8 реальными гигабайтами. Так, в прошлый раз я сделал вот такой ролик, как выбрать Android магнитолу для себя. И там уже я задевал эту тему, я рисовал оперативную память, вот она у нас. Здесь я показывал сравнение, сколько в оперативной памяти в одной магнитоле, сколько в другой магнитоле, сколько занимает система. В этот раз я решил представить устройство в виде вот такого вот автомобиля. Это вот у нас наша магнитола. Здесь у нас есть процессор, это как двигатель машинки. То есть у него есть определенная мощность в машине, если это лошадиные силы. Здесь у нас будут гигабайты. И вот здесь вот у нас будет написан процессор. И начнем мы с вами с бюджетного процессора 8227L. Оптимальная для него нагрузка считается 2 гигабайта, либо 2 тонны. Больше нагрузку он не возьмет. То есть вот у нас тут есть прицеп, всего лишь 1 гигабайт. И магнитола на бюджетном, на 4-ядерном процессоре. А тут у нас есть прицеп с 1 гигабайтом. Итак, вот у нас тут есть операционная система. Занимает она в бюджетных магнитолах примерно 0,75 гигабайта. То есть запустить на магнитоле приложение, которое занимает, допустим, 0,5 гигабайт оперативки, уже невозможно, потому что 0,75 занято самой операционной системой. И поэтому, если мы захотим сюда впихнуть еще и YouTube, у нас машина просто не сможет это вести, приложение выпадет из кузова и где-нибудь там останется. Поэтому приложения, когда у них не хватает оперативной памяти, они просто вылетают, захлапываются и так далее. Какой способ есть с этим справиться? Делают специальные облегченные моды, которые занимают меньше оперативной памяти, и тогда это приложение запускается. То есть на бюджетных магнитолах уже, как правило, используется облегченный YouTube, либо облегченный Яндекс, но использовать их вместе вы не сможете. Вы их сможете использовать только по одному. И вот такие вот магнитолы с простым процессором, с 4-ядерным, на 1 гигабайте стоит брать только тем людям, у кого минимальные потребности. То есть они слушают музыку, слушают радио, включают навигатор. Облегченный навигатор на таких магнитолах вообще спокойно работает. То есть для выполнения простых задач, для того, чтобы обновился у вас в машине интерьер, появился дисплей большой, появился дисплей, на котором можно смотреть мультики, можно воспроизводить музыку. Для таких целей магнитола с 1 гигабайтом на бюджетном процессоре подойдет. И то, допустим, на то, чтобы запустить YouTube, ей нужно какое-то время, чтобы закрыть другие приложения и открыть YouTube.
То есть у вас все равно будет чуть-чуть она работать чуть-чуть медленнее. Теперь давайте рассмотрим эту же магнитолу с этим же процессором, но тут уже два прицепа, то есть 2 гигабайта оперативной памяти. И вот здесь у нас уже появляется больше пространства для работы. То есть видите, оперативная система сама, она как занимала столько же места, столько и занимает. Но зато здесь у нас уже более-менее будет по скорости работать YouTube и более-менее будет по скорости работать Яндекс.Навигатор. Вот здесь вы уже сможете запустить два приложения, но они будут работать на такой грани, на максимальной нагрузке процессора. То есть для него 2 гигабайта, вот эти вот 2 тонны, это для него максимум. Нормально он работает где-то, когда на него навесили тонны 1,5. И вот когда вы запускаете два вот этих приложения одновременно, все равно, хотя место тут и есть, двигатель будет иногда перегреваться, и система все равно будет какое-то из этих приложений скидывать. А может случиться и такое, что, как мы видели, у нас магнитола зависла и перестала вообще реагировать. Теперь давайте посмотрим, что у нас на самом деле было, когда мы тестировали первую магнитолу на 4 гигабайта. Вот она у нас. То есть китаец нарисовал на коробке, будто бы у магнитолы 4 прицепа, а на самом деле двух вот этих прицепов нет. Вот эти вот прицепы у нас настоящие, а вот эти вот прицепы, они не настоящие. И когда мы сюда наивные пытаемся погрузить еще одно приложение, оно сюда не падает. Оно падает вот сюда. И приходится системе выбирать, что оставить. Это приложение, это, или вообще полностью система перестает работать. То есть вот что происходит на самом деле. Когда вот фейковая память нарисована, 4 гигабайта, и вы пытаетесь запустить больше приложений, а тут больше двух никак не влезет. 2. Помимо того, что этот может максимум тянуть 2 тонны процессор, вы сюда запускаете еще 1 тонну, и конечно же приходится устройству вмешиваться и какое-то из этих приложений скидывать. Причем это хорошо, если скинется какой-то Яндекс или YouTube. А может получиться, что как было у нас, повисла сама система, и грузовик просто встал и не может ехать. Вот что у нас было с 4 гигабайтами. Еще раз объясняю, 2 гигабайта у нас были нарисованные, процессор, который может тянуть максимум 2 гигабайта, а норма для него 1.7, 1.8. Мы на него попытались нагрузить больше приложений, чем он может потянуть. И соответственно вот почему сложилась такая ситуация. Теперь давайте перейдем к следующему процессору. Прошлый процессор у нас назывался бюджет, а этот идет процессор серии Medium. Он у нас уже идет 8-ядерный, то есть он уже в принципе тянет лучше, чем предыдущий процессор. Но максимальная для него нагрузка, которую он может потянуть, это 3 тонны. Максимальная, вот все, что максимум он может выжить, это 3 тонны. При этом у нас на самой магнитоле было написано, что она тянет 8 тонн, а прицеплено к ней 1, 2, 3, 4, 6 тонн. Вот мы с вами сейчас сделали 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 гигабайт оперативной памяти у нас было там реальной и 2 приписанные, но 6 гигабайт там все-таки было. Однако сам процессор 8250 тянет примерно 3-3,5 тонны. Что у нас будет происходить в этом случае? Во-первых, смотрите, если в бюджетной магнитоле системы весил 0,75 тонн, то здесь вес у нас увеличивается, и он будет весить примерно 1,15-1,20 тонны. Благодаря тому, что там установлен 10-й Android, и там больше функций, например, можно в виджет главного окна установить навигатор, сама операционная система занимает больше веса. В бюджетную магнитолу, да, с 1 гигабайтом, эта операционная система просто бы не влезла. И поэтому туда такие системы попросту не ставят, а сюда влезет. Вот она занимает примерно вот столько места. И вот столько места у нас остается под приложение. И в прошлом случае, если мы сравнивали облегченные приложения, то есть они меньше веса занимают, они более старые модификации, то тут мы тестировали уже нормальные приложения с нормальным весом. То есть тут они будут уже занимать вот столько оперативной памяти. Примерно 4 гигабайта будет занимать система и вот эти вот 3 запущенных приложения. Сам процессор тянет примерно 3,5 тонны, ну в среднем 3. И 4 вот этих вот гигабайта он не потянет никак. И поэтому, когда мы переключались между приложениями, у нас то YouTube закрывался, то Яндекс закрывался. То есть система уравнивала, чтобы это было в пределах вот этих 3 кузовов. А вот эти 3 гигабайта, которые они здесь есть, они просто не используются. Они там реально есть, но они ни к селу, ни к городу. Хоть вы 200 прицепов туда нацепите, туда бесконечные, хоть до бесконечности. Двигатель максимум может потянуть 3,5. И не важно, что там 6 или 8 гигабайт напихано. Не важно. Она будет работать вот до сюда. До 3 гигабайт. Вот, до 3,5. Дальше туда вы прицепы не нагрузите. Вот до сюда. Все, максимум.
То есть, если вы не используете облегченное приложение, а мы рекомендуем на таких магнитолах использовать именно облегченный Яндекс.Навигатор, много приложений у вас тут не будет. Будет все равно какое-то из приложений схлапываться и улетать. Но зато на таких магнитолах мало вероятности, что сама система накроется. Она быстрее закроет YouTube, чем сама закроется. И поэтому, когда мы между приложениями переключались, у нас магнитола не закрылась, не потухла, а просто выгружала из памяти. Либо YouTube выгружала, либо Яндекс, либо игру она выгружала. И вот откуда берется как раз вот этот вот феномен. А у моего друга 6 гигабайт, и у него магнитола тупит, и поэтому я хочу взять 8. Не спасет вас 8. Если вы сюда еще 2 прицепа прицепите, у вас все равно будет работать так же, как у вашего друга. Потому что, в принципе, двигатель вашей магнитолы не потянет больше. И вот откуда берутся эти мифы, что не берите 2 гигабайта, не берите 3, берите минимум 4, берите минимум 6, берите минимум 8. Просто человек для себя купил магнитолу или видел эту магнитолу у друга, и он все думает, эта магнитола для него эталон. Там 6 гигабайт оперативки, если они плохо работают, значит надо брать 8. Не слушайте таких людей. Не слушайте этих советов. Вы когда придете в магазин и попросите магнитолу с 6 гигабайтами, вам продадут магнитолу с 6 гигабайтами, но 2 из них будут настоящие, а 4 нарисованные. Вот так вот случится. Выбирать магнитолу по оперативной памяти — это вообще глупость. Выбирать магнитолу надо по ее двигателю. Сколько двигатель потянет, столько магнитола и будет тянуть. И именно поэтому мы тестируем магнитолу Geekbench 5. То есть Geekbench 5 нагружает вот эти вот фургончики своим весом, говорит, ну-ка ты повезешь, не повезешь. И вот этот процессор, он тянет эти фургончики, и магнитола смотрит, ага, проехал 200 метров, поставил такую-то оценку. Мы поставили сюда другой процессор, там хоть и было 3 гигабайта, он уехал со скоростью там 200 км в час, и ему поставили оценку 1300 баллов. Вот почему я использую программу Geekbench 5, для того, чтобы не делать все вот эти вот тесты, запускать приложение, я просто беру Geekbench 5 и использую его. И он показывает оценку. Я уже на основании этой оценки делаю выводы. Если мы переведем, допустим, вот эти вот баллы в километры, что 1300 баллов, это 1300 километров едет она, да, с нагруженной вот такой вот. И она едет со скоростью 1300 километров. А другую магнитолу нагрузили, она едет со скоростью 200 километров. Хоть на ней написано 4 гигабайта. Вот к чему я вел все это время. Неважно, сколько у вас в магнитоле гигабайт. Неважно, важно, какой тут стоит двигатель. Для чего нужны вот эти гигабайты. Давайте сейчас объясним. Итак, вот у нас есть магнитола 7862. В принципе, такие магнитолы производят с 4 гигабайтами оперативной памяти минимум. Но давайте представим, если мы на такую магнитолу ставим всего 2 гигабайта оперативной памяти. При этом вес операционной системы у нее еще больше, чем в прошлой магнитоле. Он будет занимать вот столько места. Если мы поставим на нее 2 гигабайта оперативной памяти всего, то, соответственно, сюда у нас никакие приложения не поместятся. И если мы запустим тест Geekbench, она у нас покажет не 1300 баллов уже, а гораздо меньше. Этот процессор 7862 нормально работает с 4 гигабайтами оперативной памяти. От 3 до 4 гигабайт он себя чувствует вообще комфортно. Если мы на него добавим еще 2 гигабайта, все, вот это будет для него самая комфортная работа. Можно поставить и больше, можно поставить на него 6 гигабайт. Они будут давать дополнительную мощность. Вы сможете больше запускать приложений, и они будут работать. Но просто напоминаю вам, это магнитола Android, она установлена в автомобиле. И даже если вы поставите сюда Яндекс с Play Market, YouTube с Play Market, гонки дополнительно поставите, они будут работать все вместе, операционная система не будет при этом перегружаться. Ну что вам еще нужно от этой магнитолы, что вы сюда еще и хотите закачать, чтобы у вас работало полностью 6 гигабайт? Есть такая теория от некоторых людей, что скоро будет Яндекс.Навигатор весить еще больше, что скоро там вес приложений будет увеличиваться и в будущем вам это все понадобится. Что вам еще в магнитоле может понадобиться? Все эти приложения, все работают здесь одновременно, хоть как вы их запускаете, хоть так, они работают и не выпрыгивают. Все. Какие вам еще приложения нужны? Погода, допустим, погода спокойно работает. Что вам еще нужно от этой магнитолы? Что вы еще хотите от нее получить? Да, можно взять 6 гигабайтами, чуть-чуть больше баллов покажет Geekbench, причем незначительно. Мы это чуть позже сделаем. Да, можно взять такой же процессор с 6 гигабайтами, но будет ли от этого результат лучше? То есть улучшится ли его работа? Вот это мы впереди и посмотрим. Итак, после того, как я показал теорию, я вам объяснил, что размер оперативной памяти не главное в магнитоле. Главное — это двигатель, который ее потянет. И уже под этот двигатель, исходя из того, какая тут операционная система, уже под этот двигатель подбираются прицепы.
Нельзя ставить много прицепов на более слабый двигатель, а он ее не потянет. И в лучшем случае, если вам впихнут Android магнитолу, где более слабый процессор, пусть он будет и 8-ядерный, но он будет слабый, как во втором образце, который мы на 8 гигабайт тестировали, вы не получите стабильную работу, потому что сам процессор тянет максимум 3 гигабайта, и у вас получится вот так вот. Эти 3 гигабайта будут свободны всегда, они никому не нужны будут. В телефонах у вас все работает точно по такому же принципу, точно по такому же. Есть какая-то операционка, есть сколько-то гигабайт оперативной памяти, и есть еще какие-то там 2 дряхлых полуприцепа, которые используют из встроенной памяти. Поэтому все, кто советует выбирать магнитолу Android по оперативке, вообще не слушайте их. Выбирайте магнитолу Android по процессору. Теперь, после того, как теорию закончили, да, может я затянул, может где-то передушнил, но суть в том, что я пытаюсь донести это уже не первый раз до зрителей, и все равно снимают люди ролики и говорят, что там 4 гигабайта берите, 6 гигабайт берите, советы раздают различные на форумах, везде. Не слушайте их ни хрена. Вот магнитола с 3 гигабайтами, просто отшпендихорила и 8, и 4 гигабайта. Размер вот этих вот приложений, вес, то есть, да, я тут использовал случайный, это не значит, что вот оно ровно столько весит, сколько я показывал. Я просто пытался до вас донести суть, что если приложения не влазят в оперативную память, не влазят в прицеп, оно будет их выкидывать. Итак, ехаем дальше. У нас есть 4 разных вида магнитол. Я условно разделил их на серии. Это серия бюджет с 4-ядерными процессорами. Неважно, какой там будет 4-ядерный процессор, важно, что он 4-ядерный, он попадает в серию бюджет. Неважно, сколько на нем напишут на коробке гигабайт, неважно, сколько на нем на самом деле гигабайт. Он очень слабенький, он очень мало тянет, он не потянет большую операционку. И поэтому на такие магнитолы невозможно установить вот сюда вот на главный экран навигатор. Здесь он есть, потому что это не бюджетный процессор. Дальше, следующий процессор, он уже идет 8-ядерный, вот на этой вот магнитоле. И он тянет в среднем 3-3,5 гигабайта оперативной памяти. То есть, если вы в него попытаетесь нагрузить больше, он просто начнет приложение захлапывать, потому что в принципе сам по себе процессор не самый мощный. Да, он 8-ядерный, он работает быстрее, но он далеко не самый мощный. Вот эта магнитола, это у нас магнитола на процессоре 7862 из сегмента премиум. То есть это самый мощный процессор, который есть у нас на витрине. Поэтому он справился со всеми задачами легко, и поэтому у него самый высокий балл. Есть еще один процессор, это аналог вот такого же процессора, только он немножко послабее. Это процессор 9863. Он у нас находится в серии плюс. Итак, у нас есть 4 серии по возрастанию: бюджет, 8-ядерный медиум, 8-ядерный плюс и 8-ядерный премиум. И несмотря на то, что на этой магнитоле 3 гигабайта, она имеет очень мощный процессор, поэтому она легко сделала и магнитолу, в которой 6 гигабайт оперативной памяти, нарисовано 8, и ту магнитолу, в которой нарисовано 4 гигабайта оперативки, а по факту там 2, она, конечно же, их очень легко сделала. Но, так как мы проверили с вами тут всего 2 магнитолы, бюджетную и медиум, нам еще нужно с вами сравнить подобное с подобным. То есть сейчас мы возьмем магнитолу серии плюс, который младший аналог этого процессора, и сравним 3 гигабайта магнитолы плюс и 3 гигабайта против магнитолы премиум. Поехали. Ну что, теперь мы будем иметь дело только с реальной оперативной памятью. То есть вот тут реально 3 гигабайта оперативки, и тут реально 3 гигабайта оперативки. Давайте сравнивать. Вот этот вот процессор младший 9863 серия плюс, этот процессор более старший 7862. Они отличаются, эти магнитолы, не только процессором, то есть вот эти магнитолы комплектуются более простым усилителем. Здесь нет оптического коаксиального выхода для звука. То есть это такая магнитола, облегченная версия вот этой вот. Эта магнитола уже прокачана, там более мощный усилитель стоит, оптический выход, коаксиальный выход есть. А это такая лайтовая версия для тех, кому это все не нужно. И, соответственно, чтобы видео не затягивать, сейчас мы зайдем в Play Market, все обновим. Итак, давайте запускаем Яндекс.Навигатор. Ну, так как он у нас в фоновом окне, мы его просто обновили, он у нас уже давно все нашел, все работает. Точно на таких же условиях. Так, давайте YouTube посмотрим. Загрузился довольно-таки быстро. Как подгружаются ролики. Попереключаемся между ними. И вот уже
более-менее пошло быстрее. Теперь нам нужно сделать навигатор и YouTube по соседству и посмотреть, как они у нас будут работать. YouTube у нас включили. Поехали на площадь. Спокойненько строит маршрут. YouTube работает в том окне. Переключаемся между ними. Расскажи анекдот. Ну, мы ее не услышим, потому что динамика тут нет, как я уже говорил. Однако все у нас показывает очень быстро, и YouTube переключается довольно-таки хорошо. Карта при этом Яндекс.Навигатора не виснет. Сам Яндекс.Навигатор используется с Play Market, так же как и YouTube. Так, это мы проверили и смотрим, что ну по скорости вроде бы отличаются, но примерно одно и то же. То есть функции довольно-таки схожие. И сейчас будем тестировать магнитолу игрой. Переключимся больше вот сюда и запустим игру. Пока идет загрузка, коротко скажу, что конкретно вот эта вот модель Topway 332, вот смотрите, в начале ролика нигде у нас не тормознуло. Вот эта Topway 332 является у нас одной из самых популярных, потому что по цене и качеству она находится как раз в очень-таки хорошем ценовом сегменте. Как видим, тоже тут ничего не виснет. Никаких проблем после столкновений, я имею в виду, никаких зависаний нет. Сейчас попробуем еще кого-нибудь столкнуть. Как видим, этот процессор уже с игрой справляется хорошо. Ни разу нигде ничего не подвисло. Графика на таком же уровне. Никаких проблем нет. Итак, здесь пока ставим на паузу. Проверяем, вот она у нас сколько уже прождала. Эта магнитола. Захлопнулся ли тут YouTube? Нет, не захлопнулся. Захлопнулся ли тут Яндекс? Нет, не захлопнулся. Вот прям как я карту двигал, он так и остался на этом же месте. Захлопнулась ли игра? Нет, не захлопнулась. Теперь продолжаем тут. Вот у нас пошла игра. Посмотрим, захлопнулся ли у нас YouTube. YouTube захлопнулся, но тут же сразу же загрузился. Захлопнулся ли у нас Яндекс.Навигатор? Навигатор не захлопнулся. Навигатор работает в фоновом режиме. Вот он продолжает маршрут. И если мы поедем, даже поверх игры у нас будут всплывать указания, что нужно повернуть там через столько-то метров. Вернемся в YouTube. Можно переключаться. Вернемся в игру. Игра у нас захлопнулась. И вот в этом, в принципе, отличается магнитола премиум от магнитолы плюс. То есть в магнитоле плюс стоит такая функция, что если какое-то приложение осталось работать в фоне, она его закроет. Но при этом она спокойно может работать с разделением экрана. То есть она может работать одновременно с YouTube и с Яндекс.Навигатором. Это пожалуйста. Если ты хочешь, чтобы у тебя еще в фоне что-то работало, такого не будет. Она закрывает все приложения, которые потребляют больше энергии. Почему? Потому что вот здесь стоит 8-ядерный процессор, и здесь стоит 8-ядерный процессор. Но вот здесь все 8 ядер работают одновременно, и у них тактовая частота меньше. А вот здесь работают 6 ядер, и 2 ядра подключаются только тогда, когда это действительно необходимо. То есть, когда первые 6 ядер не справляются, подключаются 2 других ядра, которые являются более производительными. И из-за этого эта магнитола меньше перегревается, и она лучше справляется с нагрузками, с многозадачностью. Эта магнитола тоже работает очень быстро. Она способна делать точно такие же задачи, как и эта магнитола, но в случае, когда вы пытаетесь запустить в фоне несколько приложений, она их будет закрывать. То есть, если мы вернемся в игру, игра запустится сначала. Если мы поиграем чуть-чуть,
вернемся в YouTube, YouTube запустится сначала. Если оно недолго, так сказать, мы оттуда случались. Вот видите, из Яндекс Навигатора вышли, он его перезапустил. Если мы ненадолго выходим отсюда, то он приложение не закроет. Если вы выходите надолго, и если он чувствует, что ресурсов памяти не хватает, он это приложение будет закрывать. Вот главное отличие. Но опять же повторюсь, в большинстве случаев люди ведь не играют на магнитолах, то есть не используют ее как игрушку. Для просмотра видео для Яндекс Навигатора здесь предостаточно места, и она с ними очень легко справляется. Еще можно сюда подключить видеорегистратор на эту магнитолу, и здесь будет окошко видеорегистратора, и на эти приложения у них памяти вполне хватает. Да, кстати, как видим, тут еще погода у нас на главном экране показывается. То есть одновременно еще идет синхронизация с погодой. По скорости работы, я думаю, все понятно, отличие между плюсом и премиумом. Если вы не собираетесь делать, как вот мы здесь, что меняете приложение одно за другим, не собираетесь вот так вот возвращаться, переключаться, то вот магнитола серии плюс для вас будет поза глаза. Причем переключается он очень быстро, ничего нигде не виснет, да? Просто нужно, чтобы приложение загрузилось заново. Я специально вот эту магнитолу несколько раз вам показывал, как она, сколько бы времени ни прошло, у нее в фоне все равно все работает. Однако вот на этой магнитоле нужно не выходить из приложения, иначе оно закроется, схлопнется, потому что здесь такая операционка. Она настроена на то, чтобы выгружать лишнее. Ну и чтобы не затягивать, потому что всю основную разницу по скорости работы мы уже показали. Ну и теперь, чтобы не затягивать, делаем тест Geekbench. Сейчас, как он закончится, я продолжу съемку и посмотрим результаты, насколько эта магнитола лучше других. И тут у меня еще есть кое-что добавить, что... Итак, смотрим результат нашего теста Geekbench. 150 баллов для одного ядра и 711 баллов для всех ядер. То есть это намного мощнее, чем предыдущая магнитола, да, серии Medium. И если мы добавим сюда еще 1 гигабайт оперативной памяти, то будет где-то 850-800 с копейками баллов. То есть тут оперативная память, если мы добавим еще 1 гигабайт, она повлияет, чуть-чуть станет больше. Если добавим еще больше, то уже все, расти не будет. 4 гигабайта для этих магнитол это максимум. Так, с этой магнитолой все. Закрываем ее и переходим к следующей. Итак, та магнитола, которую мы еще с вами не зацепили в нашем сегодняшнем обзоре, это магнитола Topway, тоже на процессоре 7862, как и эта магнитола, но тут уже 6 гигабайт оперативной памяти. И вот теперь мы будем сравнивать 3 гигабайта оперативной памяти против 6 гигабайт оперативной памяти, но уже на равных, с одинаковыми процессорами. Это у нас, кстати, оболочка от 12 Android, но это не 12 Android. По сути, 12 Android он сейчас есть, но он еще массово не внедрился. И по большому счету он ничем внешне никак не отличается. Только есть еще некоторые приложения, которые не работают с прошивками вот этих вот Android магнитол, поэтому массово он еще не пошел в производство. А в целом, как система, да, он уже появился. Причем появился еще в прошлом году, но на массовое производство он еще не вышел. Вот, просто поясню, если кто-то подумает и по оболочке решит, что это 12, нет, это точно так же 10 Android. И мы сегодня говорим не о версиях Android, а об оперативной памяти. То есть точно так же сейчас я сюда все установлю, что нам нужно, и будем проверять. Итак, у нас все установилось. Начнем с Яндекс Навигатора. Все, вот он нас быстро нашел, быстро карту подгрузил. Моментально. Дорогая, ты меня слышишь? Просто, видите, молниеносная скорость реакции у Алисы. Так, едем дальше. YouTube. Видео загружается моментально. Очень быстро. Так, ну и давайте перейдем к игре. Запустим игру. Практически сразу у нас всплывает окошко, и практически сразу игра загружается. Вот это скорость. Пустить.
Все, поехали. Вот кнопки появились и поехали. Давайте с кем-нибудь столкнемся. Вот забор. Сталкиваемся, как видим, ничего нигде не подвисает, все отлично. Вот так. И переключимся обратно в навигатор. Спокойно висит. Обратно в YouTube. Спокойно он у нас висит. Не схлапывается. Обратно в игру. То есть все работает точно так же. Еще раз. Обратно в навигатор. Обратно в YouTube. И обратно в игру. Никаких заминок, никаких тормозов. Ничего у нас не захлапывается. Все быстро отзывается. YouTube точно так же. Все остается в фоне, потому что достаточно оперативки, достаточно мощности процессора, чтобы это все переварить. Здесь у нас точно так же, в принципе, с 3 гигабайтами вообще ничем не отличается. Вот Яндекс.Навигатор, мы ее давно не трогали, у нас там в фоне идет игра. Посмотрим, закрылась она или не закрылась. Так, вот немножко, да, он подгружает, но по сути... Угу. То есть спустя продолжительное время игра все-таки в памяти чуть-чуть подвисла, но она не загрузилась заново, она пошла с того же места, на котором стояла. То есть вполне очень хороший результат. Ну и тут, в принципе, можете не сомневаться, будет точно такая же история, точно такой же результат. Если вы игру оставите в фоне, она никуда не денется. И YouTube никуда не денется, потому что тут хватает и процессора, и мощности процессора, и оперативной памяти. Вот, в принципе, осталось сейчас только провести тест Geekbench. То есть я вам постарался показать в этом ролике максимальное количество магнитол. Обратил внимание на то, что не всегда то, что написано на обертке, находится внутри. И даже если внутри находится действительно 6 или 8 гигабайт, то это не значит, что она будет работать лучше, чем другая магнитола с 3 гигабайтами. Показал теорию, показал практику. И еще здесь, именно в этом обзоре, я делал работу 3 приложений. Потому что с 2 приложениями средние магнитолы, медиум и плюс как бы справляются. А вот когда ты делаешь 3 приложение, которое потребляет много оперативки, обычно в обзорах показывают Яндекс и YouTube. А я тут добавил еще одно приложение, игру, которая потребляет тоже немало оперативки. Немного, как бы, но и немало. И вот именно на результате с 3 приложениями более-менее разница нам стала понятна между бюджетом, между медиумом, между плюсом и между премиум. То есть между 4 этими основными видами процессоров. У любых других производителей, неважно кого бы вы ни назвали, примерно будет по сути одно и то же. У них может быть название отличается этого всего. Но по сути результаты будут точно такие же. То есть точно так же у них есть и бюджетные процессоры, и процессоры среднего класса, там помощнее, и процессоры самые высокие. На данный момент сейчас еще запущено производство TopWay вот таких вот на процессоре 7862 с буковкой S. У него еще чуть больше производительность, хотя я на самом деле не знаю, куда еще больше. По сути, вот этого процессора 7862 хватает. Просто когда люди говорят, нам надо еще и еще, почему в принципе я снимаю это видео? Потому что люди, которые не знают, они говорят, нам надо еще, нам надо еще, нам надо лучше, нам надо больше. И ради этого китайцы сделали, вам надо больше оперативки, вот вам, пожалуйста, 6 гигабайт оперативки. Но процессор слабенький, вы же оперативку просили, вот вам оперативка. То есть это как хирург. Ты ему говоришь, пришей руку, он говорит, я пришил. Ты ему говоришь, так ты же к жопе пришил, но ты же не сказал, куда пришивать. И китайцы точно так же себя ведут. Попросили более мощный процессор, попросили 12 Android, они говорят, нате. А чем он отличается от 10-го?
Просто там процессор мощнее и 12 Android теперь стоит. А по сути функций-то не добавилось, ничего не прибавилось. Поэтому прежде чем кого-то слушать, читать какие-то рекомендации, вы подумайте вообще, зачем вам это надо. Для среднего пользователя, кто просто ездит за рулем, слушает музыку и пользуется навигатором, достаточно 8-ядерного процессора поза глаза. Это реально для тех людей, у кого там какие-то много приложений установлены, ему надо их переключать все больше и больше, тогда ему нужен процессор помощнее и оперативки, соответственно, побольше. А если у вас нет таких потребностей, то зачем вам тогда самая дорогая магнитола? Да, конечно, если у вас есть бюджет, позволяет, можете купить сразу премиальную магнитолу, она вам прослужит долгие годы и ни разу нигде не запнется, и вы об этом точно не пожалеете. Но если бюджет не позволяет, это не значит, что надо крест на себе ставить. Посмотрите то, что вам под силу. Вот вам и результаты теста. Даже немножечко меньше получилось, чем на магнитоле с 3 гигабайтами. Просто потому, что тут немножко больше операционка пожирает. То есть она часть этой оперативной памяти под себя резервирует и не дает ей использоваться. И поэтому бенчмарк показал немножечко меньше результат. На самом деле магнитолы с 6 гигами набирали у нас до 1600 баллов. Но в любом случае 1200 результат это очень хорошо. И поэтому я говорю, если вы просто покупаете 6 гигабайт из-за того, что это 6 гигабайт, это не значит, что она у вас покажет лучший результат. Возможно, в будущем там прошивка поменяется, какие-то приложения поменяются, надо будет там на 1 гигабайт больше оперативки. Но пока я еще не сталкивался с такой ситуацией, с которой, допустим, магнитола на 3 гигабайта не справляется, а 6 гигабайт раз взяла и справилась. То есть вот эта вот магнитола на мощном процессоре с 3 гигабайтами справлялась со всеми задачами, которые я перед ней ставил. Вот в принципе весь результат. В итоге получается, что у нас по бенчмарку магнитола на 3 гигабайта победила всех, а вы до сих пор можете слушать тех людей, которые говорят: не берите меньше 4 гигабайт, не берите меньше 6, а кто-то говорит вообще все, что меньше 8 гигабайт это фуфло. Можете к ним прислушиваться и брать то, что они говорят. Лично я вам показал всю правду, которая у меня была. Я взял магнитолы с разных сегментов и показал вам все, что сам о них знаю. Как смог, объяснил, уж кому понятно, кому непонятно, простите меня. На этом на сегодняшний обзор я заканчиваю. Тем, кто еще не выбрал, желаю удачи в выборе магнитолы. Тем, кто выбрал, успешного использования. И всем пока.